Здрасте, с вами Даня Крастер, и сегодня видос из серии Жиза. Готов поспорить, что у вас было такое. Сидишь, никого не трогаешь, и тут из-за стенки начинает долбить музыка. Особенно хреново, когда такое происходит ночью, а тебе в 6 утра на работу, сука, вставать. Но у нас в мастерской принято выбивать клин клином. И мы покажем вам, как наказать шумных жильцов за стенкой. Как вы уже догадались, мы решили подойти технически грамотно и со свойственной нам упоротостью. Стучать кулаком в стену? Не наш метод. Мы сделаем все, чтобы автоматизировать процесс и сделать его эффективнее. И первое, что мы сделаем, это ось для ступицы от ваза. О, ступица колеса. Деталь предназначена для установки колеса на ось, именуемой цапфой. Спасибо, Даня, я знаю. А может быть, ты еще знаешь, про что следующий видос будет? Конечно знаю. У меня же установлен дрон. Шаришь. Ну ладно, ковыряйся. Мы тут немного прикинули все по месту и поняли, что такая длинная деталёйна нам и нафиг как бы и не нужна. Размечаем с помощью самого точного в мире измерительного инструмента и пилим. Естественно, не забываем про фасочки и убираем заусеницы. Раз есть ось и ступицы, надо их чем-то крутить. Мы недавно спасли от сдачи на металлолом отличный движок, и в нашем проекте он будет как нельзя кстати. На движке висит бочкообразный шкив, который магическим образом не дает ремню свалить в сторону. Подобный шкив мы точили для нашего самодельного гриндера, который до сих пор активно трудится в мастерской. Один минус. Такой шкив требует правильной натяжки ремня, и поэтому из пары кусков профиля пришлось сделать импровизированный натяжитель. Теперь все просто. Накидываем ремень и варим по месту, стараясь хоть примерно соблюсти размеры. Ремень мы взяли от какой-то старинной стиралки, только пришлось вывернуть ее ручейками наружу. В общем, все проекты сегодня сделаны без чертежей, по месту и из головы. Когда мы все это делали, мы только примерно представляли, как оно должно работать. Решили проверить, как движок крутит ступицу, и даже немного удивились, когда все заработало с первого раза. Теперь делаем ударник. Порывшись в закромах, надыбали старый советский накидной ключ и прокрутили его стандартным колесным болтом. Протестили. Идеально, ровно то, что и хотели. По нашей задумке, всю эту гравицапу надо как-то крепить на стенку. Аппарат получился мощный, так что из простого и надежного на ум пришли старые добрые саморезы, а под них нужно сделать площадку. Пока варили тонкий металл танковым швом, у нас все повело. Но мы тут не ракету делаем. К стенке будем прикручивать, притянется, притрется. Ну и первые испытания, без монтажа и СМС. Болт открутился и ударник улетел. Бывает. Вкрутили, накернили, теперь надежно. Это реально адовый аппарат, причем по ту сторону стены звук становится намного громче. Такой же принцип, как у мембраны барабана получается.
Если такую штуковину закрепить на колонну в монолитном доме, можно задолбать свой подъезд и 2 еще по бокам. Но чтобы в тишине капать на нервы чуваку за стенкой, народ придумал другое приспособление. Тихий, но очень назойливый автоматический задолбатор. Слушайте народный гайд. Двигатель от дворников или стеклоподъемника, петля для навесного замка и немного металлолома. Если двигло с дворников, то к нему идет специальный эксцентрик, но на нашем такой роскоши нет, поэтому варим полоску металла и сошлифовываем лишнюю сварку. Ну и винт с гайкой закручиваем. Вообще весь этот проект можно собрать не на сварку, а на какой-нибудь эпоксидный клей. Ну а что, нагрузок никаких нет, а если вдруг внезапно придется собирать такую у себя на кухне на коленке, сварку туда не притащишь. Ну, если ты, конечно, не крытый, как мы. Естественно, всю эту конструевину нужно прикрутить на кусок фанерки и задуматься о второй детали – молоточке. Мы тут немного зажрались, у нас есть точильные станки и всякое такое, но по факту из пары деревяшек и 3 саморезов можно сделать нечто подобное. Вот эта многострадальная длинная гайка у нас будет работать в качестве подшипника. К ней мы приварим молоточек. Собираем всю эту конструевину и снова варим. Итак, что мы делаем дальше? У нас есть ось, и в закромах мы нарыли кусок металла, который будет молоточком. Теперь эти 2 элемента конструкции надо как-то соединить. Мы берем кусок проволоки и гнем его вот таким вот образом. Получается Г-образный костыль, который мы приварим с одной стороны к оси, а с другой к молотку. Вообще, чем больше я смотрю на этот проект, тем сильнее понимаю, что его можно по бичу сделать буквально из ничего. Ну и самое главное, это пластина, в которую будет упираться эксцентрик. Пластина должна быть такой длины, чтобы эксцентрик срывался с нее в самом верхнем положении. Ну и заодно, если уже преисполнились и бежите закупать детали, посмотрите, как она должна работать. Чтобы удар был по увесистее, можно еще приляпать пружинку. Она увеличит силу удара, и такую конструкцию можно будет подвешивать на вертикальные стены или потолок, если вас задолбали жильцы сверху. Но вообще старайтесь по возможности решать проблемы мирно. А если захотели стать на скользкую дорожку, которую мы показываем в этом видео, делайте это в рамках закона. Включайте задолбаторы не раньше 8 утра. Ну и еще одно дикое изобретение за нашим авторством. Для него нам понадобится довольно специфичная штука – шарик, приваренный к головке. Мы сперва сами не поняли, что и зачем сделали. Очень странная штуковина вышла. А это что такое? Так это для следующего видоса. А ты хочешь узнать, о чем следующий видос? Переходи по ссылке в описании, качай приложение Дром и смотри наше объявление. В недавнем видосе про древнеегипетскую технологию резки камня звуком мы заюзали мотор с червячным редуктором. И да, если не видели тот видос, советую ознакомиться. Мы там сделали такой хренолятор, что рядом с ним было физически больно находиться. Но жизнь жестокая штука, и теперь с этого стенда нам понадобится мотор. На вал этого мотора приварен карданный переходник для гаечного ключа. Сейчас мы сделаем небольшую подставку, и вы увидите, для чего нам это нужно. Если думаете, что это будет очередной стучащий механизм, нифига. Да, кстати, не забудьте поставить лайк, репост, комменты, ну все как и положено на ютубе, потому что канал умирает.
звук, знакомый с детства. Именно вот эту штуку включают люди, которые живут над вами каждый день. А вот такую я, короче, на котика обыл, такую придумал. Сбился. А чё ты все водку налил, а мне пиво? Все, что мы сегодня до этого момента делали, издает какие-то звуки. Одни очень громкие, другие тихие, но жутко капающие на нервы. Пора пойти по альтернативно одаренному пути развития и сделать что-нибудь новенькое, что-то эдакое, чтобы и по бичу, и эффект был как надо. У нас завалялся усиленный привод центрального замка от тачки, но у него нет никаких адекватных креплений, так что приляпываем на термоклей кусок ПВХ. Совсем уже разучились пользоваться термосоплями с этой сваркой, так что не судите строго. Сань, на объявлении уже 5000 просмотров. Народ, походу, скачал приложение Дром по ссылке и вовсю спойлерит. Так, подожди, мы ж не на стриме. То, что мы сейчас снимаем, они только через неделю увидят. Через неделю для тебя, но для них сейчас. Теперь прикидываем все по месту и вкручиваем саморезы в качестве осей. Сейчас мы делаем выкидную конструкцию. А что мы будем туда подсоединять? Что-то по типу этого. Задумка такая. Если закрепить эту штуку снаружи окна любым доступным и недоступным способом, можно заставить владельца квартиры отложить ночью пару кирпичей. Только надо внимание как-то привлечь. Из самого простого посветить в окно указкой снаружи дома. А чтобы управлять этой всей бодягой на расстоянии, можно подключить через какое-нибудь реле от умного дома. Ну и на сладенькое, крафты из веревок и изоленты доступны каждому. Вам надоело сверлить каждое утро, а днем надо идти на работу? Хотите задолбать весь дом? Не проблема, все для вас. Да будет человек-перфоратор. Короче, рецепт прост. Берете перфоратор и самую ненужную стенку. Находите самый тупой бур, который есть в вашем распоряжении. Привешиваете на стенку кусок металла, упираете в него бур и фиксируете веревки саморезами. Теперь перфоратор втыкаете в дешманский таймер и выставляете на таймере 15 минут работы, 15 минут отдыха. Ненависть жильцов из ближайших квартир вам обеспечена. Гарантирую. Если нет перфоратора, но есть громкий пылесос, говно вопрос. Втыкаете его. И вы великолепны.
Хотя нет, вы мудак, не делайте так. Будьте добрее к окружающим. Спасибо за просмотр, это был Даня Крастер, команда Build Not Bombs. Увидимся в ближайшее время.